Лес нас встречает первым боровичком. Ну, посмотрим, какой он. В принципе, вполне себе. Еще очень даже. 30 октября. Мы спустя несколько дней снова приехали в Узденские леса, в наши места. Конечно, мы между собой переговаривались, что да, нас не было несколько дней, и здесь люди ходят, и ну, хорошо, кому-то еще дали возможность собрать грибов. Их действительно меньше, видно прям рядовки народ рубил. И что удивительно, когда вот в 5 метрах от дороги встречаешь вот такого гиганта. Да. Где же вы были, грибники? Ах, какая песенка какая. Будем смотреть на чистоту. Вот такой гриб. Прекрасный гриб на сушку и чистый. И ножку я подрезала так высоко исключительно потому, что дожди шли, она стала немножко крошиться. А так, вот поддончик в сушке такой гриб займет точно. Все, что в таком позднем лесу осеннем попадается, оно уже совершенно не маленьких размеров. Вот подтверждение этому. Такой белый, не маленький, но в принципе вполне берущийся на сушку. Не успели сложить камеру и видим, вот там еще один. Нам надо как-то туда попасть. Такое же рядом росление. По размерам приблизительно одинаковые. Но оба неплохие. И уже что-то у нас есть. По следам перевернутых местами грибов или слегка таких надломанных проверяли, что за гриб. Понятно, что люди все-таки здесь ходили 5 дней с последней поездки. Но, тем не менее, вот такие чудесные грибы еще можно найти. Сложно очень вытаскивать. Замечательный гриб. Кто там делал замечания, мол, лунки не закапывайте. Поверьте, мы их закладываем абсолютно всегда. Не всегда это попадает в кадр. Ой, какой хорошенький. 30 октября. Невероятно. Послезавтра уже ноябрь. А у нас еще встречаются вот такие чудесные грибы. Пусть они, конечно, уже не такие твердые, но они прекрасны. Они растут. Немножко прошли, и нас ждет еще одно вот такое чудо. Среди листвы его сложно рассмотреть. Но если сфокусироваться, то вот он. Вообще прекрасный. Ну что, дорогие зрители, даже не знаю, как вам передать то, что испытываешь, когда видишь вот такое. Вот посмотрите, вот один. А чуть дальше еще один. Сейчас будем их снимать. Ну, начнем с этого. Он прекрасен. Просто великолепный. А здесь... Ух ты! Какой же он здесь обалденный. Да.
Великолепные два гриба. Гриба, как говорит Наташа. Мое осеннее счастье продолжается. Он покусанный, но он нормальный. Крепкий боровик. Ох, вот такой. Ну, кто-то полакомился. Ничего. Так, приятно. Вообще, грибы находить всегда приятно. А когда еще находишь их, понятно, что кто-то пропустил здесь шоу. Сначала удивляешься, а потом понимаешь, почему. Потому что очень хорошо так он прятался за деревьями. Такой уже подросший. Что это такое? Такое. Это подосиновик. Уже немножко подмерзший. Ну, крепкий. Даже интересно посмотреть, какой же он там внутри. Беленький. Беленький. Ну, я считаю, что этот гриб прекрасно на сушку пойдет. А еще вот такая красота. Вот такие они. Красавчики. Ну и рядом вот такие польские. Здесь маленькие, потому что большие, конечно, здесь лучше просматривается. Конечно же, кто-то повыбирал. На здоровье всем нужны грибы. Ну, еще хочется показать интересную локацию. Точнее, не интересную, а, в общем-то, стандартную локацию польских, где они любят сидеть. Это вот по краям таких свежих вырубок. Свежих, это значит не заросших, которых еще вот такой земляной слой есть. И они здесь встречаются очень даже такие толстенькие. Ну вот этот подросший, мы его проверим. Там корзиночку я поставила, где их целая куча выросла. И растут, любят они расти около пеньков. В этом году их, конечно, намного меньше, чем встречалось в предыдущие годы. Но, тем не менее, вот, видите, какая куча выросла с одного места. Сейчас мы их проверим, насколько они все чистые. Вот это песчаный край вырубки. Вот еще, по-моему, лезет. Да, это они же. Вот так у нас любят расти польски. Хороший, красивый гриб. В этом году они очень качественные. Ну и вот они, польские. Наверное, все-таки они сейчас уже преобладают. Вот они такие лезут, смешные. Чисто. Вот они чистенькие, все втроем. И если уже действительно нашли один, то имеет смысл топтаться. Семейками они растут чаще всего.
оглядываясь везде. Вот. Крайне редко по одному, если только кто-то их пропустил. Вот еще из-под пенька лезут два грибика. Вот. Польский. Да. Кто-то Немножко укушенный. укушенный. Вот еще маленький лезет. Вот это большой. А вот здесь малыш. Тоже польский. Вот он на тонкой ножичке. Вот так, если нарваться на полянку, то можно Одной сразу полянкой набрать. какую-то часть корзины, да, заполнить. На этот кто-то как будто наступил. Вообще мы, на удивление, заметили в этом году, в этот раз много очень грибов, которые как будто шляпку кто-то сбил, надкусил, даже в паре метрах валяется. Смотрим, чистый гриб. Наверное, все-таки это звери. Лоси. И серия «Пошли тогда, когда не ждали» продолжается. Грузди. Мы их ковыряли в этом сезоне просто по одному. Вот они. Они вот они, замороженные. Они Уже очень обработанные. уже, ну, удивительно просто. Где ж вы раньше были, ребята? Где ж вы раньше были? Вот такие вот грибы нас встречают. Вот она, рядовка. Зеленушка, подзеленка. Ой, зеленка. Смотрите, какая. Вот она яркая, красивая. Вот они. Ей нипочем эти морозы. Пластинчатые грибы гораздо легче заморозки переносят. Да, они вообще с ними, по-моему, когда они такие молодые грибочки, ничего не происходит. Вот такими-то елочками лазишь, ищешь их. Очень вкусный гриб. Однократное отваривание. Дальше можете его солить, мариновать, жарить, все, что хотите. Конечно, на сегодняшний день он считается таким противоречивым. Мол, были отравления с ним. Но мне кажется, что, скорее всего, это путали с какими-то другими грибами, с какими-то другими рядовками. Во всяком случае, мои родители всегда были с этими грибами. Они очень вкусные, солененькие, они такие хрустященькие. Вот видите, какие они. Вот они такие ярко-желтые или зеленые. Ну, даже сложно сказать, какой все-таки у них цвет. Валер, ты все-таки художник. Скорее с зеленцой. Есть немножко желтизна, зеленца. В лесу очень выделяется среди листвы, особенно вверх. Ну и, конечно, очень радостно, когда их Много. находишь. Вот такая кучка. И притом это такое местечко, которое мы уже режем третий раз. Вот такой чудесный осенний гриб. Зеленушка, зеленка. 30 октября 2022 года. Сегодня, конечно, погода очень шикарная, ну, если не считать, что очень ветреная. Даже сразу побаивались ехать в лес, вдруг где-то завалит нашу дорогу. Но пока вот повезло, хотя до выезда нам еще далеко. Сегодня мы
изучаем больше новые места. Поэтому мы гуляем не только с рациями, мы гуляем еще с гарминами, с навигаторами, ставим какие-то точки интересные, которые нам приглянулись. Вот такие необходимые гаджеты. Вот такой у нас набор грибника, который ходит, изучает новые места. Нас не было в этих лесах, в Узденских, 5 дней, в наших именно местах, потому что Узденский район, конечно, очень большой. Что мы хотим сказать? Мы рады, что видим, что людей в лесу было много. Там выхожено, где-то какие-то ножки валяются. Но при этом мы даже рады, потому что мы были в других лесах, мы в других районах, мы закрывали уже потихонечку сезон. Мы рады, что грибы не пропадают, и люди хотя бы что-то набирают. Что по итогу боровиков нам сегодня попалось меньше. Возможно, они уже и меньше стали расти, но тем не менее все равно есть крепенькие, молоденькие. Очень много польских. Польские просто лезут из каких-то всех щелей, хотя опять же люди набирали, и даже мы, когда искали место, где вот сделать съемку итоговую, хотя еще до выезда далеко, мы вот здесь, вот прямо на этой поляне, вот рядом машины, видно, стояли, мы здесь еще вот 10 штук точно подняли. Само собой, зеленки, подзеленки, все это находится, если нам уже и не нужно, но у нас есть люди, которых с удовольствием оприходуют, им они нужны. Мы грибы, если видим хорошие, мы их берем. Сейчас будет похолодание, относительно небольшое, но в лес еще нужно и можно ездить, потому что грибы есть. Подписывайтесь на наш канал. Сезон мы еще не закрываем, мы его еще продолжаем. Посмотрим, что будет дальше. В этом году грибы позавшие поздно, осенние. Так что, кто его знает. Пока! Будем собирать грибы в ноябре. Да, возможно. Будем собирать и в ноябре. Оставайтесь с нами на нашем канале. Пока!